Друзья, всем привет! Albion Online — это MMORPG-песочница в открытом средневековом фэнтези-мире. В игре присутствует экономика, управляемая игроками, где почти каждый предмет кем-то создан. В игре есть куча разного контента, начиная от фермерства на своем острове, заканчивая увлекательным PvP-контентом. И главный вопрос, что это все объединяет и служит инструментом для всего геймплея? Это, конечно же, игровая валюта — серебро. Опытные и начинающие игроки в Albion Online постоянно задаются вопросом, а где можно нафармить невиданные миллионы серебра за короткий промежуток времени, купить премиум и продолжать прокачку персонажа. Кто-то занимается перевозками предметов и ресурсов из города в город, а кто-то, используя свои навыки в собирательстве, добывает ценные ресурсы, продает их на местных рынках в городах. Цель у всех достаточно проста – это заработок серебра, чтобы иметь инструменты для развития в игре, покупать дорогую экипировку и питомцев, прокачивать и развивать свой остров, или же иметь серебро для какого-то группового PvP контента. Неважно, кто чем занимается, у каждого есть общая цель в игре – это накопление определенного капитала для дальнейшего развития. Отсюда, естественно, есть много негодований по поводу того, что в игре невозможно заработать определенное количество серебра. А конкретно многие начинающие игроки жалуются, что они не могут заработать даже на месячный премиум аккаунт, и из-за этого они не могут прокачиваться в этой игре. Я хочу запустить рубрику и показать многим начинающим, и не только игрокам, что в игре реально заработать и зарабатывать. Отсюда у меня появилась идея. Раз уж все так ругают сольники, что там нет лута, я решил посвятить 24 часа одиночным подземельям и посмотреть, возможно ли в этой игре заработать или нет. Заодно и проверить новые комнаты сольников после недавнего патча, где переработали сольники и добавили новые комнаты. Суть рубрики в том, что я 24 часа не меняю контент и, не отвлекаясь на что-либо, буду фармить одиночные подземелья. За исключением каких-то экстренных ситуаций, если, конечно, вы понимаете, о чем я. Все данжи я буду проходить исключительно в черных локациях и открывать карты из предпортальной локации, чтобы быть максимально приближенным к большинству игроков, так как многие игроки не имеют гильдии и убежища, чтобы фармить относительно безопасно. Ни для кого не секрет, что шанс встретить гангеров или дайверов из предпортальной локации намного выше, чем из убежища. Итак, начал я свой путь в 23:50 по московскому времени, и закончить должен буду в такое же время на следующий день. Проходить одиночные подземелья я буду в 7.1 сете на боевом топоре. Это, естественно, сам боевой топор, факел, куртка наемника, колпак ученого на ману и тканевые сапоги. Из расходников я взял супы и яды, а также парочку банок невидимости на случай ганга. Забрав 8.0 карты, которые я купил по ордеру, открываю первую карту и, выпив чашу на выходе, начинаю прохождение. Первые данжи, на удивление, меня встретили очень приятным лутом, с которого моя мотивация продолжать только росла. Но, к сожалению, не все было так идеально. Конечно же, были сундуки, с которых нам по большей части ничего не падало. Но я не сильно придавал этому значению, поскольку лут в сольниках это рандом, и даже с зеленого сундука может упасть больше, чем с фиолетового. И я вас уверяю, достаточно часто попадаются сундуки с очень вкусным лутом. И только за первый час у меня получилось принести в банк вещей на сумму 1,7 миллиона серебра. И это уже хороший показатель для старта. После такого, конечно же, только больше хотелось продолжать лутать сольники и приносить в банк такие же круглые суммы. Поэтому, взяв новые расходники и открыв следующие карты, я продолжал проходить одиночные подземелья. Первые 2-3 часа проходили относительно спокойно, ничего необычного не происходило. Я не чувствовал усталости, поскольку прошло относительно немного времени. Фарм шел, и на удивление ни одного дайвера и гангера я не встретил. Я проходил 4-5 подземелий, и после чего отвозил лут в банк. Но не все было так идеально. Имея в инвентаре более 500 тысяч серебра, я наткнулся на первую пачку гангеров, которые, к сожалению, не оставили мне шанса убежать, и пришлось потерпеть неудачу и отдать лут гангерам. Конечно, было немного обидно, но времени грустить у меня не было. Быстренько закупил новый сет, расходники и, активировав карту, отправился снова проходить одиночные подземелья. И зайдя в первый сольник, вы не поверите, меня встречает та же самая пачка гангеров. И на этот раз я решил вступить с ними в бой,
но, к сожалению, их оказалось слишком много, чтобы я мог им что-то противопоставить, и пришлось умереть второй раз. В смысле, что все-таки это Альбион и бывает всякое, я закупаю такой же сетап на боевой топор, только уже на один эквивалент ниже. И на удивление, последующие 6 часов прохождений, игра как будто старалась вернуть нам все потерянное серебро с сетов. Мне стали очень часто попадаться фиолетовые сундуки, также упало 2 легендарных сундука с относительно вкусным лутом, и в целом фарм шел спокойно, и после 12 часов фарма сольников у меня уже не было того энтузиазма, с которым я сел проходить их изначально. Помимо того, что мне очень сильно хотелось не сколько спать, а хотя бы просто лечь. Я уже не осмысливо убиваю мобов, меня уже не так сильно стали радовать фиолетовые и даже легендарные сундуки. Я проходил одиночные подземелья в среднем минут за 10, но я старался не вгонять себя в эти негативные мысли и не думать вообще о том, сколько времени прошло, потому что от мысли, сколько еще осталось, становилось еще хуже. Я продолжал проходить одиночные подземелья, взяв с собой кровопускатель, туманный зов и куртку убийцы, чтобы пробегать первый этаж и не ждать 90 секунд до закрытия, потому что зачастую там ничего интересного не было, а чистить весь этаж ради зеленого сундука мне не хотелось. Я мог зачистить первый этаж только минимум ради синего сундука, и даже это было быстрее, поскольку ты чистишь не весь этаж, а только путь от входа в данж до самого босса. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Ну, пришли мы сюда, и что? Центр зоны. Артефактов кот наплакал, а нечисти всякой мне и на прежнем месте вот так вот хватало. Судьба... Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить А я-то думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак! Ну знаешь же везение свое идиотское. Артефакты как же. Одни тропы нехоженые, и твари некормленные. В общем, полутав еще несколько часов, меня уже невозможно вырубало из-за однообразного контента. С каждым вывозом ресурсов в город становилось все тяжелее и тяжелее отправляться к новым данжам. Помимо того, что у тебя болит спина и ты хочешь спать, так еще и контент однообразный. Я думаю, если бы я играл и как-то разнообразил свой геймплей, допустим, походил в Карабты или Мглу, мне было бы проще, но, к сожалению, челлендж есть челлендж. Я даже поменял топор на друидский посох, чтобы хоть как-то разнообразить свой геймплей. И я поставил себе цель дожить до рестарта, поскольку в Альбионе есть ежедневный рестарт серверов с 13 до 14 по московскому времени. И этот период я бы смог пойти прогуляться, взбодриться, или хотя бы просто отойти от компьютера и не сидеть в статическом положении. Я ждал этот рестарт, наверное, как никто из игроков в Альбионе, и обожал разработчиков за то, что рестарт существует. И на удивление, зайдя после рестарта в игру, как будто все освежилось. И, конечно, не с тем энтузиазмом и силами, но все-таки получилось дожить до того самого периода, когда челлендж можно считать выполненным. Я думаю, нет смысла рассказывать или показывать, что было дальше. Дальше я также продолжал лутать данжи, и никаких интересных событий, кроме сундуков с ценным лутом, не было. Я думаю, стоит подвести некий итог, что у нас получилось за 24 часа. Всего мы прошли 102 одиночных подземелья, из которых было 29 зеленых сундука, 107 синих, 31 фиолетовый сундук и 5 легендарных. В общей сложности получилось принести в банк вещей на сумму 22 миллиона 800 тысяч серебра. Карты я покупал за 22 тысячи по ордеру, это вышло 2 миллиона
250 тысяч. И не будем забывать про серебро с пола, которое, к сожалению, я не смог посчитать, но я думаю, картой оно окупило точно. Поэтому, ребят, все, кто говорит, что невозможно заработать на премиум, то вот вам явный пример, как заработать на относительно безопасном и менее прибыльном контенте за, грубо говоря, один день. Вы можете играть по 4 часа в день, и вам потребуется всего лишь 6 дней, чтобы купить себе месячный премиум. Многие, наверное, скажут, что я проходил данжи с премиум аккаунтом, и поэтому лут у меня был больше, но практически все начинающие игроки стартуют также с премиумом, и даже без него, поверьте, сольников можно заработать себе на месячный премиум. А на этом ролик наш подходит к концу. Прошу вас поставить лайк на это видео, хотя бы за мои старания. Подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие ролики. Подписывайтесь обязательно на мой Twitch, ссылка на который будет в описании, где вы можете пообщаться со мной в реальном времени на стриме. Также всех жду в нашем телеграм-канале, где я публикую все новости, выходы новых видео, стримы и так далее. Поэтому, гайс, всех обнял, желаю вам всем всего наилучшего и увидимся в следующих видео. Я